Мы с мужем переехали в Португалию где-то полгода назад. По крайней мере, я здесь живу полгода. И я хочу поделиться своими наблюдениями, которые я взяла из разговоров с местными или с другими людьми. Может, где-то что-то читала, но на экскурсии так бешено я не ходила. Поэтому, если я где-то ошибаюсь, я прошу написать в комментарии, что у меня есть какая-то ошибка. Но вот все, что я узнала, я расскажу. Вообще, в Порту мы оказались случайно. Иногда мне кажется, что это не мы город выбрали, а город выбрал нас. Сперва Яди жил у меня в Праге. Это маленький туристический городок, очень красивый. Но он маленький. Очень многих вещей не хватает, приходится постоянно ездить в Порту. И он решил, что к моменту, когда я приеду в Португалию, мы должны жить в Порту. Потому что это суетня, беготня, она будет постоянно, и это очень дорого и невыгодно. Маленькие тесные улочки. Ой, надо бежать. Блин, как мне... Блин, думала, по стене размажут, честно говоря, страшно. Когда люди хотят приехать как туристы в Порту, предполагается, что они увидят достаточно большой город с большим выбором разных пляжей. А на самом деле Порту такой малюсенький, он такой крошечный. А то, что мы подразумеваем под словом Порту, это конгломерат городов, которые слепились воедино, но на самом деле это называется Большой Порту. Так как сам маленький Порту, вот он, почти поместился мне в кадр. Он по одну сторону реки находится. И я даже не уверена, что он к океану-то выходит. По-моему, вдоль реки. Потому что вдоль океана это уже два других города. Один называется Мотозиньюш, другой Вила-Нова-де-Гая. Это уже по-другому. Город просто древнейший. Он всегда жил торговлей. По эту сторону, где я нахожусь, на Вила-Нова-де-Гая, производят вина. Считается, что это родина портвейна. А по другую сторону древний торговый узел, рыболовный узел. Они производили раньше обувь, насколько я помню. Ну и торговали разной всячиной. Еще я хотела напомнить, если вдруг кто не знал, что Португалия — это бедная страна. Одна из самых бедных в Европе. И бедность-то ее начиналась очень давно. У нее было как минимум 4 серьезных кризиса, после которых она падала в уровне экономики. Первый кризис был во времена Наполеона, когда наполеоновские вторженцы грабили город. Достаточно долго правительство в это время в Бразилию убежало, но вернулось, по-моему, через 13 лет всего лишь и нашло страну в ужасном состоянии, разграбленную и обессиленную. Вот этот мост железный был построен учеником Эйфеля и построен он на месте старинного моста, который раньше был из дерева. Именно отсюда он вот так проходил до вот этой части. Когда Наполеон вторгся в город, случилась дичайшая паника. Люди вышли на этот деревянный мост, и он обрушился, и погибло огромное количество людей. До сих пор возле этого моста, вернее, остатков от него, того деревянного, есть монумент, к которому складывают живые цветы до сих пор, сколько лет прошло. Я перешла на другую сторону и показываю начало моста, в котором сейчас кафе. Вот так это выглядит со стороны самого Порту. А это Гая, родина вин. Несмотря на то, что город маленький, он на самом деле второй по размерам после Лиссабона. Лиссабон — это столица. И Порту раньше тоже был столицей до какого-то времени. Второй кризис крупный возник во время Первой мировой войны. Страна так упала в экономике, что у нее были огромные долги внешние и внутренние. Потом, после Первой мировой войны, к власти каким-то образом пришел господин Салазар. Он такой из религиозной семьи был, серьезный мужчина, очень строгий, диктатор его называли. И он,
каким-то волшебным образом вывел страну не только из минуса, он ее и в плюс вывел. Он начал торговать с Германией, с Англией, а потом, откуда ни возьмись, Вторая мировая. И он такой, блин, что ж делать-то? Два главных, скажем, покупателя воюют между собой, кого выбрать. И выбрал нейтралитет. Несмотря на то, что Салазар придерживался нейтралитета, он так всех бесил своей диктатурщиной и тем, что он так долго правил. Его, в общем, свергли. И вся эта история с революцией, а революция почему-то всегда зарождалась в Порту, это как Питер. Тут всякие брожения молодежи были. И это опять посадило экономику в минус. Последний кадр, который только что был, снимала девочка из Украины. Я думала, она из Швеции, мы говорили по-английски, а потом как по-русски друг друга поняли. Мучил меня вопрос, почему здесь так много заброшенных домов? Я искала ответ и подкатывала ко всем местным, кого могла встретить, не знаю, перевозчик дивана. Почему бы не спросить? И они говорили разные версии. Кто-то сказал, что бабушки с дедушками, которые жили в этих домах, умерли, и эта жилплощадь просто разваливается. Кто-то сказал, что какую-то часть недвижимости продали, но так как Порту стал охраняться ЮНЕСКО, запрещено сносить дома, которые подлежат реставрации. Поэтому кто-то ждет, когда этот дом перестанет подлежать реставрации, развалится как кусок Г, вот и ждет в центре города где-нибудь. Либо они оставляют фасад, а за фасадом выстраивают новое здание, прикрытое стеночкой от старого дома. А итогами поисков ответа на мой вопрос, почему так много заброшек, я пришла к выводу, что это все кризисы португальские потрепали страну. Людям было плохо жить, когда экономика не очень стабильная, нечего есть, негде работать. Они просто убегали, оставляли свои особняки и уезжали в другие страны, как у нас, знаете, 7 бед, один ответ. Чуть только в России что-то, все сразу в Париж. И недавний кризис был, по-моему, в 2008 году. Я думаю, это связано с тем, что все страны после войны начали вкладываться в среднее образование, в техникумы, стали открывать предприятия, всякие машины создавать, строить, типа Германии, России. И они эти машины продавали на конкретные деньги, которые поступали в казну. А Португалия, она всегда вкладывалась в образование, в теоретиков, каких-то докторов науки. У них много психологов, очень много разных философов, ораторов. В итоге в казну эта денежку не приносила. И к 2008 году они ехали на туризме, но пузырь этот схлопнулся и случился очередной обвал. В итоге Португалия как ничего не производила, кроме вина, так ничего и не производит, насколько я это знаю. И из-за этого она стала одной из самых бедных стран Европы. Да, у нее красивая архитектура, попахивает немножко ретро и подвалами периодически, когда мимо заброшек проходишь. Но Евросоюз выделяет средства, потихонечку строит дороги, восстанавливают какие-то дома, но этого так недостаточно, этих заброшек так много, что буквально 1% может восстановили, а все остальное ждет момента. Исходя из моих личных впечатлений, Порту — это город пенсионерский. И неудивительно, потому что старое поколение, которое еще не успело сбежать, оно уже в преклонном возрасте, получает хорошую пенсию, и работать-то оно не может. Но страна выживает за счет мигрантов и туристов. Мигранты приезжают, занимают рабочие места, платят хорошие налоги для, собственно, этой пенсии. И поэтому здесь такие приятные условия для миграции. Я не скажу, что они простые. Они легче, чем в других странах. Я думаю, это как раз обусловлено тем, что они спасают себя. Потому что если этого не делать, если не привлекать новую кровь, ну, некому будет зарабатывать на пенсию.
если подытожить, ну прости, немножко суеты внесла, не убегай, пожалуйста. Если немножко подытожить, то люди бежали от плохой жизни, оставляли свои особняки. Убежали, как правило, состоятельные люди. Ой, сколько куашек. Вон там. Второй причиной было то, что умирали пожилые люди. То ли родственников у них не было, возможно ведь и такое, то ли родственникам пофиг. Но вы представьте себе хоть раз, чтобы кому-то было пофиг на жилплощадь в Португалии. У нас в России порвут за кусок гаража. Я, конечно, утрирую, но в этом же правда тоже есть. А здесь такие дома стоят бесхозно. Мне кажется, 75-80% заброшены. Кстати, хотела рассказать, что Джоан Роулинг писала Гарри Поттера в порту. Не в большом порту, а в маленьком порту. И брала она вдохновение в библиотеке, в которой работала, когда ее бросил муж с кучей детей. Ей нужно было вдохновляться на большие заработки. И вдохновилась она на Гарри Поттера. Вдохновилась она студентами-первокурсниками, которые здесь до сих пор ходят в такой же черной мантии, как, собственно, Гарри Поттер. Я два раза за эти полгода я наблюдала, как будто ведьмы на шабаш собираются. Это первокурсники какие-то свои ритуалы устраивают. Выглядит немножко страшно, но, по крайней мере, я понимаю, откуда корни растут у этого кино, вернее, книги. Вы знаете, я в этом вижу некоторую даже красоту, волшебство и шарм. Не хочу сказать, что меня прямо раздражает эти огромное количество заброшек. Просто меня это очень сильно удивило. Я не ожидала этого, если честно. И, конечно же, Португалия красивая страна. Не самая красивая, но я стала с каждым днем больше и больше ее любить. Особенно сейчас, когда погода стала очень комфортная. И закаты с рассветами стали такие волшебные. Когда я только приехала, у меня было очень много ожиданий по отношению к Португалии. И мне показалось, что меня очень крупно обманули. Я ожидала, что Европа будет вылизана просто полностью. Раз уж я уезжаю из своей родной страны, то я должна не шило на мыло менять. Что у меня заброшек, что ли, в Архангельске мало было. Это должно быть что-то такое, что захватывает дух. Вот как Кейптаун, чтобы горы, чтобы море. Я думала, что вот на улицу выйдешь, у тебя вот бабочки в животе не прекращаются. Но тут этого не было в таком количестве. Мне, кстати, природы здесь не хватает, потому что много тесноты, людей, много домов, мало парков. Хотя парки-то есть все равно. Но сейчас я начинаю привыкать, ожидания уходят, и я все больше и больше люблю эту страну.